Всем привет, ребята! Я наконец-таки возвращаюсь на YouTube. Долгое время я отсутствовала здесь, потому что у меня не было телефона. Кто подписан на меня в Инстаграме, знает, что произошло. Кто не подписан, подписывайтесь. Ссылочка будет где-то вот здесь. И сегодня я отправляюсь в небольшое путешествие, в небольшой магический городок. Еду не одна, а с другом и с его семьей, поэтому сейчас встречусь с ними, садимся в машинку и едем. Ребята, хочу познакомить вас с своим другом. Luis is my followers. Say hi. My followers, it's Luis. Итак, сегодня мы отправляемся в магический городок, который называется Тальпа-де-Айенде. Он окружен зелеными сосновыми горами, население около 14 тысяч человек, был основан испанцами в 1599 году. Название Тальпа на языке ацтеков означает «на земле». Вот и первая интересная локация по пути в магический городок Тальпа. Puente El Progreso. Отсюда открывается красивый вид. Пойдем посмотрим. Вау, ребята, посмотрите, какая красота! Как я скучала по таким местам. Не скажу, что это лучшая смотровая площадка, которую я когда-либо видела, но за последние 5 месяцев я почти никуда не ездила, разве что по волнам на доске для серфинга. Поэтому любые новые пейзажи – это радость для моих глаз. К тому же удалось сделать несколько неплохих фоточек на фоне моста. Мы только что приехали в Тальпу, здесь мы собираемся провести одну ночь, сейчас куда-нибудь заселимся и пойдем исследовать городок. Мы заселились в мини-отель, в комнату, которая рассчитана на 4 персоны, и цена за такую комнату 400 песо. Сейчас покажу, как выглядит. Комната у нас под номером 16. Заходим. Здесь Луис у нас отдыхает. Луис! Есть у нас 2 кровати, куча вещей, которые он взял с собой. Чтобы вы понимали, мы приехали на одну ночь. Не знаю, зачем столько вещей. Говорит, холодно будет. И здесь у нас раковина, туалет и душ. Кстати, это единственное окно, которое выходит на улицу. Здесь еще есть окно, которое выходит в коридор зачем-то. Непонятно. И еще я. И рум-турщик из меня такой себе, конечно. Городок известен тем, что в его центре заканчивается так называемый маршрут паломника, длиной 117 километров и возрастом более 200 лет. В течение года по нему путешествуют около 3 миллионов верующих, а в пасхальную неделю, которая в Мексике проходит в первой половине апреля, эта тропа считается особенно популярной. Мы уже пришли в центр, здесь очень красивый и милый городок с разноцветными домами и черепичными крышами. И на главной площади находится главная церковь, которая называется Nuestra Señora del Rosario. Вот так она выглядит. Пойдем посмотрим, что там внутри. Церковь названа в честь Пресвятой Девы Марии Росарио. Внутри находится ее крошечная статуя, которую называют «Ля Чапарита», что означает «коротышка», и которая, по мнению местных жителей, творит чудеса. В честь Богородицы, царицы Росарио, названо множество католических церквей во всем мире, в том числе и в России. Посмотрите, какое место есть в этой церкви. Здесь, я так понимаю, хранят прах умерших. Я никогда, если честно, не была в таких местах, только в фильмах видела. Ребята, смотрите, что здесь есть. Кабинки, в которых люди исповедуются. Я впервые такое вижу. Сколько церквей обошла в Мексике, ни в одной не видела. Очень странно. Но Луис говорит, что они есть в каждой церкви. Может быть, я просто не находила раньше.
Следующая локация — это статуя Иисуса Христа. Находится она немножко на возвышенности, поэтому, надеюсь, оттуда откроется очень красивый вид. Вот она, статуя Иисуса Христа. Ничего интересного особо нет, она даже небольшая. Но здесь открывается красивый вид на горы. Пойдем посмотрим. Уже вечереет, немножко становится прохладно, поэтому мы пошли переоделись и... ¿Qué vamos a hacer, Luis? ¿Comer qué? Un buen bistec. Окей. They were just making fun. На часах 8 утра мы уже проснулись, потому что в 12 уезжаем, а перед этим хотим еще немножко погулять, покушать что-нибудь. И на улице так спокойно, практически никого нет, еще погода такая облачная, серая, странная. Мне нравится эта атмосфера. Кстати, что хочу сказать еще, погодка здесь, конечно, такая прохладненькая. Ночью было 10 градусов, сейчас вот мы уже проснулись 11, свежо очень. Мы хотели, в общем, зайти в эту церковь, потому что там есть статуя дьявола, но она закрыта. Наверное, еще рано. Придем сюда позже. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Luis, tell me what we have for breakfast today. Quesadillas Quesadillas. hechas a mano. Ok, quesadillas. ¿Y qué más? Esta, ¿qué? Un atole calientito, Ok, y esta. cafecito, más de la boca. Gracias, Luis, provecho. На улице уже выглянуло солнышко, все бы выходили из домов, улицы оживились, а мы тем временем идем второй раз попытать счастье и зайти в церковь, где есть дьявол. Подошли мы очень удачно, вот женщина открывает церковь. Сейчас пойдем смотреть на демона. Вот я уже вижу. Церковь, кстати, очень малюсенькая. Пойдем поближе посмотрим, что там происходит. Вот так вот получается. Ангел убивает дьявола. На тебе, дьявол. Тальпа де Алленде славится обилием фруктов. Прямо в центре города растут деревья с апельсинами. А еще здесь очень популярен фрукт, который называется ваява. Вряд ли русские вообще когда-либо слышали о таком. Из него делают сладости на любой вкус и цвет, и продают их чуть ли не на каждом углу. Выселяемся из хостела, смотрите прикол. Выходные закончились, цены поменялись. Теперь комната на 4 персоны стоит 300 песос. Класс. Городок произвел на меня положительное впечатление. Тихий, уютный и совсем недорогой, несмотря на то, что популярен среди туристов. Хотя по большей части здесь все же развит внутренний туризм. Наверное, именно поэтому цены не кусаются. Вот и все. Путешествие подошло к концу. Я вернулась к себе в городок. Луис с семьей поехали в Севилиту, потому что живут они там. Ну а с вами мы увидимся в следующем влоге. Или подписывайтесь на меня в Инстаграм. Там я появляюсь гораздо чаще. Всех целую и обнимаю. Называется она Nuestra Señora del... И на главной площади. Do you think is it good? I don't know. You can. I'm just freestyling, you know. Doesn't matter. You're gonna get something good out of it. What? What?
Следующая локация — это статуя... Это статуя... Статуя Иисуса. Следующая... Следующий локация. Вот такая вот здесь. Дан-да-дан.